На нашей планете живут люди, чья генетика настолько отличается от остального человечества, что ученые до сих пор не могут объяснить ее происхождение. Есть общины, где дети рождаются с 6 пальцами на каждой руке, и это не мутация, а норма, передающаяся из поколения в поколение тысячи лет. Есть народ, чьи тела не накапливают жир при любом рационе питания, физиология которой нет больше нигде на Земле, а в одной изолированной деревне фиксируют ген, которого официально не существует в базах данных ни одной страны мира. Деревня Синдактилия находится в горах Центральной Бразилии, в штате Гояс. Это не фантастика и не легенды. Это задокументированные научные случаи, которые переворачивают все, что мы знаем о человеческой эволюции. Ее официальное название Салвадор, но местные называют ее иначе. Деревня 6 пальцев. Не рудиментарных отростков, не косметических аномалий, а полноценных пальцев с костями, суставами, сухожилиями и ногтями. Местные кузнецы делают инструменты под шестипалую руку. Здесь из примерно 800 жителей у более чем 300 на каждой руке и ноге по 6 полностью функциональных пальцев. Дети учатся играть на гитаре с 6 струнами на каждой позиции. Генетики из университета Сан-Паулу установили, что мутация гена GELA3 здесь закрепилась примерно 250 лет назад, предположительно от одного общего предка. Но вот что не поддается объяснению. У носителей этого гена на 23% выше скорость нервной проводимости в пальцах по сравнению со среднестатистическим человеком. То есть шестипалые жители Салвадора реагируют руками быстрее, чем любой человек за пределами этой деревни. Эволюция не должна работать так быстро. 250 лет — это ничто по меркам генетики. Тем не менее, признак не просто закрепился, он улучшил. В 1994-м генетик Карлос Моррис из университета Невады описал семью из небольшого города в штате Юта, которую он наблюдал на протяжении 18 лет. Семья состояла из 4 поколений, 22 человека. Все они обладали одной общей особенностью. Плотность их костей была в 8 раз выше нормы. Рентгеновский снимок костей этих людей выглядел как снимок металлической конструкции. Ни один из них за всю задокументированную историю семьи не получил ни одного перелома. Дети падали с велосипедов, взрослые попадали в автомобильные аварии, кости оставались целы. Моррис выявил мутацию в гене LRP5, который отвечает за усвоение кальция костной ткани. У обычного человека этот ген работает на определенном уровне. У членов этой семьи он работал на уровне, который считался теоретически невозможным без патологических последствий. Сверхплотные кости должны были бы делать человека неповоротливым, перегружать суставы и сокращать жизнь. Ни одного из этих эффектов зафиксировано не было. Члены семьи жили до глубокой старости, вели активный образ жизни и по всем остальным показателям были абсолютно здоровы. Фармацевтические компании немедленно заинтересовались геном LRP5 как основой для лечения остеопороза. Но воспроизвести мутацию в лабораторных условиях так и не удалось. Самый необъяснимый случай был задокументирован в 1988 в Папуа, Новой Гвинее. Антрополог Гарольд Чейз описал изолированное племя на севере острова, которое называло себя Морай. Численность племени составляла около 140 человек. При стандартном генетическом анализе крови выяснилось, что у всех членов племени отсутствует ген, кодирующий белок миостатин. Миостатин — это это белок, который ограничивает рост мышечной ткани у всех млекопитающих на Земле. Без него мышцы не получают сигнала остановиться. У людей отсутствие этого гена в теории должно приводить к неконтролируемой гипертрофии мышц, повреждению внутренних органов и ранней смерти. У Морая этого не происходило. Дети рождались уже с заметно развитой мускулатурой. Все члены племени имели мышечную массу примерно на 40% выше средней нормы для человека, при этом без каких-либо патологий. Жилые члены племени в возрасте 70 лет по физическим показателям соответствовали 30-летним людям из внешнего мира. Чейз отправил образцы крови в 3 независимые лаборатории. Все 3 подтвердили результат. Ген миостатина у Морая отсутствовал полностью, и при этом организм каким-то образом регулировал рост мышц самостоятельно, через механизм, который наука на тот момент не могла идентифицировать. Племя было изолировано от внешнего мира не менее 300 лет. Откуда взялась эта мутация и как она стабилизировалась без катастрофических последствий, до сих пор остается открытым вопрос. Человеческий глаз воспринимает 3 базовых цвета: красный, зеленый и синий. Все, что мы видим, складывается из комбинации этих 3 каналов. Это считалось биологической константой для всего вида. До 1993-го, когда нейробиолог Габриэль Джордан из университета Ньюкасла обнаружила женщину, которую впоследствии обозначила в научных документах просто как субъект CDA29. Эта женщина видела не 3, а 4 базовых цвета. В ее сетчатке функционировал 4-й тип колбочек, рецепторов которых у людей не бывает.
Дополнительный рецептор располагался в диапазоне между красным и зеленым и позволял различать оттенки, которые для остального человечества выглядят абсолютно одинаково. Джордан разработала специальный тест. На экране отображались 3 цветовых пятна, 2 из которых были идентичны для обычного человека и одно слегка иным. Любой нормальный человек видел 3 одинаковых пятна. Субъект CDA-29 безошибочно указывала на отличающиеся в 100% случаев. По расчетам Джордан, четырехцветное зрение теоретически позволяет различать до 100 миллионов оттенков цвета. Обычный человек различает около 1 миллиона. Субъект CDA-29 жила в британском городе Дарем, работала художником по текстилю и до участия в исследовании не подозревала, что видит мир иначе. Она просто думала, что остальные люди притворяются, когда говорят, что 2 образца ткани одинакового цвета. Джордан провела 20 лет в поисках других носителей этого гена. Согласно ее расчетам, 4-й тип колбочек должен встречаться примерно у 12% женщин на планете. Ген передается только по женской линии и связан с Х-хромосомой. Но большинство носительниц никогда не активируют 4-й канал в полной мере. Мозг просто не обучается его использовать без специальной стимуляции. Субъект CDA-29 оказалась редким случаем полностью функционирующего 4-цветного зрения. Еще более радикальный случай был задокументирован не в лаборатории, а в полевых условиях. В 1978-м австралийский антрополог Кимберли Харт работала с общиной аборигенов Пинтупи в пустыне Гибсон на западе Австралии. Во время одного из переходов по пустыне проводник общины остановился и указал на точку на горизонте. Харт не видела ничего, кроме раскаленного воздуха. Проводник описал животное, конкретный вид ящерицы, на расстоянии, которое Харт впоследствии измерила. 2 километра 800 метров. Бинокль подтвердил, ящерица там была. Харт инициировала проверку остроты зрения у членов общины Пинтупи. Результаты показали среднюю остроту зрения 2,8 по шкале, где единица считается нормой для человека. Несколько пожилых членов общины показали 3,2. Офтальмологи, которым Харт передала данные, первоначально отвергли их как ошибку измерения. Повторные тесты, проведенные уже в присутствии независимых наблюдателей из Университета Западной Австралии, подтвердили показатели. Анализ показал структурные отличия сетчатки. Плотность фоторецепторов в центральной ямке глаза у представителей Пинтупи была на 37% выше среднего показателя для человека. Это не приобретенный навык и не результат тренировки. Это анатомическая особенность, передающаяся по наследству. Дети, выросшие в городах вдали от пустыни, показывали те же результаты, что и их родственники, всю жизнь прожившие в буше. Что объединяет все эти случаи? И четырехцветное зрение субъекта с CDA-29 и сетчатку Пинтупи — это полное отсутствие патологии. Генетические отклонения от нормы, как правило, сопровождаются компромиссами. Что-то улучшается, что-то ухудшается. Здесь компромисса нет, только улучшение. Эволюция так не работает за несколько поколений. Именно поэтому часть генетиков настаивает на том, что речь идет не об эволюционных изменениях, а о чем-то, что существовало в геноме изначально и лишь в определенных популяциях осталось активно. В 1958 году прошлого века в австралийском Мельбурне у пациента по имени Томас Бун взяли стандартный анализ крови перед плановой операцией. Лаборант вернул образец с пометкой «Ошибка забора». Кровь не реагировала ни на один из стандартных реагентов для определения группы. Повторный забор дал тот же результат. Кровь Томаса Буна не имела ни антигенов группы крови, ни резус-фактора. Она не принадлежала ни к одной из известных на тот момент групп крови. Этот феномен получил название «золотая кровь». Не из-за цвета, а из-за редкости. Официальное медицинское название — кровь группы RH0. У человека с такой кровью полностью отсутствуют все антигены резус-системы. Все 61 из них. Теоретически такая кровь является универсальным донором для всех резус-конфликтных случаев. Практически человек с RH0 сам может получить переливание только от другого носителя RH0. А таких людей на всей планете задокументировано 43 человека. 43 вот одни приблизительная цифра. Это точное число на момент последней актуализации Международного реестра редких групп крови, который ведет Международное общество переливания крови. Большинство из 43 носителей сосредоточены в 2 регионах. 9 человек живут в Японии, 7 в Бразилии. Остальные рассеяны по разным странам, и большинство из них узнали о своей особенности случайно, при плановых медицинских процедурах. Носители RH0 живут в условиях постоянного медицинского риска. Если такой человек попадет в аварию и ему потребуется срочное переливание крови в больнице, где нет запасов RH0, врачи окажутся бессильны. Именно поэтому несколько носителей заключили между собой неформальное соглашение о регулярном донорстве в Международный резервный фонд. Один из них, мужчина из Швейцарии, личность которого не раскрывается по его просьбе, сдавал кровь каждые 3 месяца на протяжении 30 лет. Если вы всегда мечтали узнать, как использовать силу генетики для своих целей, загляните на playprofit.com. Там собраны
Отобраны все самые популярные нейросети по одной подписке, и только сегодня при регистрации по ссылке в описании вы получите бонус 500 токенов. Кто знает, может именно с их помощью вы создадите свою собственную золотую кровь. Его донации спасли жизни 8 людям в разных странах. Происхождение мутации, дающей RH0, не установлено. Генетический анализ 43 известных носителей не выявил общего предка и не показал географической логики распределения. Это не изолированная популяция и не передача по родственной линии. Каждый случай возникает как будто независимо, без видимой причины. Параллельно с золотой кровью существует другой феномен, задокументированный значительно лучше, но не менее странный. В 1981-м иммунолог Стивен Крон из Нью-Йорка начал изучать группу мужчин, которые при многократном подтвержденном контакте с вирусом иммунодефицита человека не заражали. Это происходило в разгар эпидемии, когда заражение при определенных условиях контакта было практически неизбежно. Крон выявил у этих мужчин мутацию гена CCR5, белка на поверхности иммунных клеток, который вирус использует как точку входа. У носителей мутации CCR5-дельта-32 этот белок был деформирован настолько, что вирус физически не мог к нему прикрепиться. Крон назвал этих людей элитными контроллерами. Последующие исследования показали, что мутация CCR5-дельта-32 встречается примерно у 1% населения Северной Европы и практически отсутствует в Африке, Азии и у коренных народов Америки. Географическое распределение мутации точно совпадает с регионами, где в XIV веке бушевала бубонная чума. Гипотеза, которую сегодня принимает большинство генетиков. Мутация CCR5 возникла как защита именно от чумы. Бактерия Yersinia pestis использует схожий механизм проникновения в клетки. Те, кто выжил в эпидемиях чумы, передали мутацию потомкам. 6 веков спустя эта же мутация оказалась защитой от совершенно другого патогена. 1% носителей среди населения Северной Европы — это миллионы людей. Но большинство из них никогда не узнают об этой особенности своей крови, если не столкнутся с конкретной ситуацией, которая ее выявит. В 2009-м колумбийский невролог Франсиско Лопера опубликовал результаты 20-летнего наблюдения за одной семьей из города Медель. Семья насчитывала 5000 членов, объединенных общим предком 18 века. У большинства из них в возрасте от 45 до 50 лет развивалась болезнь Альцгеймера, самая агрессивная наследственная форма, известная в медицине. Мутация в гене PSN1 обеспечивала практически 100% вероятность деменции до 50 лет. Среди 5000 носителей этой мутации Лопера нашел одну женщину. Она была носителем гена PSN1 в той же форме, что и все остальные. По всем прогнозам, деменция должна была развиться у нее в 47 лет. В момент публикации исследования ей было 72 года. Ее когнитивные функции соответствовали норме для здорового человека среднего возраста. Томография мозга показала значительные отложения амилоидных бляшек, тех самых белковых структур, которые разрушают нейронные связи при Альцгеймере. Бляшки были. Деменции не было. Лопера и его коллеги из Гарвардского университета провели полный геномный анализ женщины. Они обнаружили вторую мутацию в гене ApoE3. Эта мутация называется Christchurch и встречается в популяции с частотой менее одного случая на миллион человек. У женщины из Меделина она присутствовала в двойной копии, по одной от каждого родителя. Именно это сочетание, по версии исследователей, блокировало распространение амилоидных бляшек на критически важные зоны мозга, несмотря на их физическое присутствие. Фармацевтические компании немедленно направили запросы на доступ к биологическим образцам. На основе механизма мутации Christchurch сегодня разрабатывается несколько препаратов против Альцгеймера. Сама женщина участвует в исследовании добровольно и до сих пор живет в Медельине. Другой случай иммунитета к разрушению тела был задокументирован совершенно в иной области. В 1974-м кардиолог Джон Кентуэлл обследовал группу из 38 человек в небольшой общине Амишей в штате Пенсильвания. Стандартная процедура. Анализ крови на холестерин и липиды. Результаты по всей группе оказались идентичны. Уровень триглицеридов у каждого из 38 человек был ниже нижней границы норм. Не просто низким, клинически аномально низким. При этом ни один из них не соблюдал никакой диеты. Рацион общины Амишей традиционно богат животными жирами. Масло, мясо, цельное молоко. Генетический анализ выявил мутацию в гене ApoC3, отвечающем за регуляцию триглицеридов в крови. У носителей этой мутации фермент, расщепляющий жиры, работал в 3 раза активнее нормы. Жир из пищи расщеплялся настолько быстро, что практически не успевал откладываться в сосуд. Ни у одного из 38 носителей не было выявлено атеросклероза, несмотря на возраст нескольких участников старше 70 лет и десятилетия употребления жирной пищи. Последующее исследование, проведенное уже в 2003-м, охватило более широкую популяцию амишей в Пенсильвании и Огайо. Мутация ApoC3 в той же форме была обнаружена у 273 человек из разных общин. Все они происходили от одного предка. Швейцарского эмигранта 18 века, предположительно приехавшего в Америку около 1740-го. Его потомки несут в себе генетическую защиту от одной из главных причин смерти в западном мире — сердечно-сосудистых заболеваний, и большинство из них об этом не
не знает. Показательно, что обе мутации, и Крайстчерч у женщины из Меделлина, и APOC3 у амишей, не давали никаких побочных эффектов. Тело функционировало нормально по всем остальным параметрам. Защита от болезни была встроена в геном точечно, хирургически, без компромиссов. Именно такая точность и вызывает у части генетиков вопрос, который они предпочитают не формулировать вслух. Могло ли это возникнуть случайно? В 1997 в берлинской клинике Шарите врачи зафиксировали случай, который немедленно засекретили на уровне внутреннего протокола. Новорожденный мальчик при рождении весил 3 килограмма 800 граммов, стандартный показатель. В 4 года он свободно поднимал предметы весом в 20 килограммов. В 5 лет его мышечная масса соответствовала показателям профессионального гимнаста в возрасте 20 лет. Мать ребенка, строительный подрядчик, могла удерживать груз в 70 килограммов вытянутой рукой на протяжении нескольких секунд. Генетический анализ подтвердил, у мальчика полностью отсутствовал функциональный ген миостатина. Обе копии гена были нефункциональны, мутация присутствовала в двойной дозе. Это первый задокументированный случай полного отсутствия миостатина у человека с рождения в западной медицинской практике. Мать была носителем одной нефункциональной копии, что объясняло ее аномальную силу при внешне обычном телосложении. Медицинская группа под руководством генетика Маркуса Шульки наблюдала мальчика до 8 лет. В это время не было выявлено ни одной патологии внутренних органов, ни одного нарушения сердечного ритма, ни одного ортопедического отклонения. Сердечная мышца, которая теоретически тоже должна была гипертрофироваться без сигнала остановки, оставалась в норме. Каким образом организм разграничивал скелетные и сердечную мышцы при отсутствии миостатина, Шульки не смог объяснить. Случай был опубликован в журнале «Медицина Новой Англии» в 2004. После публикации несколько военных ведомств запросили доступ к биологическим материалам семьи. Семья отказала. Параллельный феномен физических возможностей был задокументирован не в клинике, а на треке. В 2003 финский генетик Нери Контула анализировал ДНК действующих профессиональных лыжников в поисках маркеров выносливости. В образцах одного конкретного спортсмена он обнаружил мутацию в гене ЭПОР, рецептора эритропоэтина, гормона, регулирующего производство эритроцитов. Мутация вызывала постоянную сверхстимуляцию костного мозга. Организм спортсмена производил эритроцитов на 50% больше нормы без какого-либо внешнего воздействия. Больше эритроцитов означает больше кислорода в мышцах. Это именно тот эффект, которого добиваются спортсмены, применяющие запрещенный препарат эритропоэтин. Разница в том, что у финского лыжника этот эффект был врожденным и постоянным. Его показатель максимального потребления кислорода VO2 max составлял 96 мл на килограмм в минуту. Абсолютный рекорд среди когда-либо измеренных показателей у людей составляет 97,5 и принадлежит норвежскому лыжнику Оскару Свенсону. Финский спортсмен, имя которого Контула не раскрыл в публикации по просьбе самого спортсмена, находился вплотную к этой границе без каких-либо тренировочных манипуляций с кровью. Международный олимпийский комитет был уведомлен о случае. После длительного разбирательства спортсмен был признан соревнующимся в рамках правил. Его преимущество было врожденным, а не полученным извне. Прецедент поставил организацию перед вопросом, который она предпочла не решать публично. Где проходит граница между генетическим преимуществом и нечестной игрой, если само тело является источником запрещенного эффекта. В 2016-м ямайский физиолог Эрнест Уильямс опубликовал анализ генетических данных 112 спринтеров, включая нескольких призеров Олимпийских игр. 94% из них несли вариант гена ACTN3, кодирующего белок альфа-актинин-3, структурный элемент быстрых мышечных волокон. Этот вариант гена, обозначаемый как R-аллель, обеспечивает взрывную мощь мышечного сокращения. Среди населения Ямайки частота R-аллеля в гомозиготной форме составляет 78%. Самый высокий показатель среди всех исследованных популяций на Земле. Среди населения Японии этот показатель составляет менее 2%. Уильямс не делал из этого никаких социальных выводов, он просто зафиксировал цифры. Но цифры объясняли то, что спортивный мир наблюдал десятилетиями, не имея научного ответа. Народ Баджао живет в море. Не метафорически, буквально. Эта этническая группа численностью около 1 миллиона человек населяет прибрежные воды между Филиппинами, Малайзией и Индонезией. Большинство из них рождаются, живут и умирают на лодках или свайных домах над водой. На протяжении тысяч лет основным источником пропитания для Баджао служила подводная охота с задержкой дыхания. Ныряльщики опускались на глубину до 70 метров и оставались под водой до 13 минут без какого-либо оборудования. В 2018-м генетик Мелисса Илардо из Копенгагенского университета опубликовала результаты сравнительного исследования Баджао и соседнего народа Салуан,
живущего на суше в тех же географических условиях. И Лардо измерила объем селезенки у представителей обеих групп при помощи ультразвука. Селезенка у человека действует как резервуар насыщенных кислородом эритроцитов. При нырянии она сжимается и выбрасывает этот резерв в кровь, продлевая время под водой. Это известный физиологический механизм. Неизвестным было следующее. Селезенка у Баджао оказалась в среднем на 50% крупнее, чем у Салоан. Причем увеличенная селезенка была у всех Баджао, включая тех, кто никогда в жизни не нырял. Генетический анализ выявил вариант гена PDE10A, который у Баджао встречается значительно чаще, чем у любой другой исследованной популяции. Этот ген связан с регуляцией гормонов щитовидной железы, которые в свою очередь влияют на размер селезенки. Мутация не приобретается с практикой, она наследует. Тело Баджао генетически запрограммировано на жизнь под водой так же, как тело тюленя. И Лардо оценила время, за которое эта адаптация могла закрепиться в популяции при стандартных темпах естественного отбора, не менее 15 тысяч лет последовательного давления среды. Письменная история Баджао как морского народа насчитывает около 1000 лет. Откуда взялись остальные 14 тысяч? Открытый вопрос. Другой пример активной эволюции был зафиксирован в высокогорье. Тибетцы живут на высоте от 3500 до 5000 метров над уровнем моря, там, где концентрация кислорода составляет около 60% от уровня моря. Любой человек, поднявшийся на такую высоту без акклиматизации, испытывает горную болезнь, головную боль, тошноту, нарушение координации, при длительном пребывании отек легких и мозга. Тибетцы живут там поколениями без каких-либо симптомов. Генетик Синьхуа И из Пекинского университета в 2010-м опубликовал полный геномный анализ тибетцев в сравнении с жителями равнинного Китая. Ключевое отличие обнаружилось в гене ИПА-1, том самом, что регулирует реакцию организма на нехватку кислорода. У большинства людей при низком кислороде ИПАС-1 запускает производство дополнительных эритроцитов. Кровь густеет, что повышает риск тромбозов и инсультов на высоте. У тибетцев вариант ИПАС-1 работал принципиально иначе. Организм адаптировался к низкому кислороду без сгущения крови, через повышение эффективности каждой клетки. И установил, что тибетский вариант ИПАС-1 распространился в популяции за последние 3000 лет. Один из самых быстрых случаев естественного отбора, когда-либо задокументированных у человека. Но в 2014-м другая группа исследователей под руководством Эмилии Уэйн обнаружила источник этого гена. Тибетский вариант ИПАС-1 не возник спонтанно. Он был унаследован от денисовцев, вымершего вида архаичных людей, последние представители которого исчезли около 50 тысяч лет назад. Фрагмент чужого генома, встроенный в ДНК тибетцев через межвидовое скрещивание в глубокой древности, сегодня позволяет им жить там, где остальное человечество выжить не может. Это не метафора и не упрощение. Буквально часть генома современных тибетцев принадлежит другому виду. И именно эта часть делает их физиологически отличными от остального человека. В 1998-м швейцарский невролог Луи Птачек получил письмо от женщины из штата Юта. Она описывала странную особенность своей семьи. Все они засыпали в 6 вечера и просыпались в 2 ночи. Без будильника, без усилий, без возможности изменить этот режим. Не потому что хотели. Просто потому, что их тело требовало именно этого. Женщина писала, что ее мать, бабушка и 2 детей живут по той же схеме на протяжении всей жизни. Птачек пригласил семью в лабораторию. Анализ суточных ритмов подтвердил, внутренние биологические часы всех членов семьи были сдвинуты примерно на 4 часа относительно норм. Это состояние называется синдромом продвинутой фазы сна. Оно встречается у людей, но обычно без четкой наследственной передачи и без такой выраженной стабильности. В данной семье синдром передавался по прямой линии через 3 поколения с точностью, характерной для моногенного наследования. Птачек выявил мутацию в гене PR2, одном из ключевых генов циркадного ритма. Один измененный нуклеотид в определенной позиции гена сдвигал все биологические часы организма на фиксированное время. Никаких патологий, никаких нарушений здоровья, только другой режим. Члены семьи были абсолютно здоровы, продуктивны и когнитивно нормальны. Просто их сутки начинались и заканчивались иначе, чем у остального человека. Птачек продолжил поиск носителей мутаций PR2 и связанных генов циркадного ритма. А к 2019-му его группа идентифицировала несколько семей с похожими, но не идентичными мутациями. У одной семьи из Калифорнии мутация в гене ADRB1 давала прямо противоположный эффект. Ее члены спали в среднем по 4 часа в сутки и просыпались полностью отдохнувшими. Не страдали от недосыпания, не компенсировали дефицит сна в выходные, не испытывали когнитивных нарушений. 4 часа было их физиологической нормой. Для сравнения, принудительное ограничение сна до 4 часов у обычного человека за 2 недели приводит к нарушениям, эквивалентным 2 суткам полного отсутствия сна. У носителей мутации ADRB1 этого не происходило. Мозг восстанавливался
восстанавливался полностью за вдвое меньшее время. Механизм этого ускоренного восстановления Птачек описал как повышенную активность нейронов голубого пятна, структуры ствола мозга, регулирующей бодрствование. Но почему повышенная активность этой структуры не истощала нейроны быстрее, объяснить не удалось. Совершенно иной тип генетического дара был задокументирован в области болевой чувствительности. В 2006-м британский нейробиолог Джеффри Вудс описал 6 детей из 3 пакистанских семей, связанных между собой родством. Все 6 не чувствовали боли от рождения. Абсолютно никакой. Не пониженную чувствительность, а полное отсутствие болевого восприятия. Дети кусали себе язык во время еды, получали переломы при падениях и не знали об этом. Ходили по горячим поверхностям без реакции. Вудс выявил мутацию в гене SCN9A, кодирующем натриевый канал NAV1, 7 в болевых нейронах. У носителей мутации этот канал был полностью нефункционален, болевой сигнал не мог пройти от рецепторов к мозгу физически. При этом все остальные виды чувствительности были сохранены. Дети чувствовали прикосновение, температуру, давление, только боли не было. Фармацевтические компании среагировали немедленно. Ген SCN9A стал одной из приоритетных мишеней для разработки обезболивающих препаратов нового поколения. Препаратов, которые блокировали бы именно этот канал, без воздействия на другие системы. К 2020-му несколько препаратов на основе этого механизма прошли первую фазу клинических испытаний. Но у детей из пакистанских семей отсутствие боли оказалось не только даром. 2 из 6 к подростковому возрасту получили серьезные ортопедические повреждения, которые не были вовремя выявлены именно потому, что тело не сигнализировала об опасности. Боль, которую человечество веками воспринимало как врага, оказалась системой раннего предупреждения, без которой тело разрушается молча. В 2006-м генетики из Стэнфордского университета завершили анализ генома человека, которого в научных документах обозначили как субъект ИВУ-1. Этот мужчина средних лет обратился в клинику с жалобами на усталость. Стандартный анализ крови показал норму. Расширенный генетический скрининг, назначенный случайно в рамках исследовательской программы, показал нечто иное. У субъекта HV1 в 7 различных генах присутствовали мутации, каждая из которых по отдельности считается крайне редкой. Вероятность случайного сочетания всех 7 в одном геноме была оценена командой Стэнфорда как 1 к 470 миллиардов. Для сравнения, население Земли составляет 8 миллиардов человек. Статистически такого человека не должно существовать. Каждая из 7 мутаций давала конкретный эффект. Мутация в гене PCSK9 полностью блокировала накопление холестерина в сосудах. Мутация в гене TP53 обеспечивала аномально эффективное подавление онкогенеза, механизм, который у обычного человека работает до определенного предела. Мутация в гене FOXO3 коррелировала с увеличенной продолжительностью жизни. Этот вариант гена был ранее обнаружен у непропорционально большого числа людей, доживших до 100 лет и старше. Мутация в гене LRP5 давала повышенную плотность костей, тот самый эффект, что был описан у семьи из Юты 20 годами ранее. 3 оставшиеся мутации затрагивали иммунную систему и на момент публикации не имели полной расшифровки своих функциональных эффектов. Субъект HV1 был абсолютно здоров. Ему было 54 года, он не занимался спортом профессионально, не соблюдал специальной диеты. Биологический возраст его тканей по маркерам клеточного старения соответствовал 38 годам. Руководитель исследования Майкл Снайдер опубликовал результаты в журнале «Клетка» с формулировкой, которую он впоследствии назвал единственно корректной. Мы не можем объяснить происхождение этой комбинации, не отдельных мутаций. Каждая из них имела прецеденты в литературе. Именно их сочетание в одном геноме не поддавалось никакой эволюционной логике. Случайное накопление 7 независимых редких мутаций в одном человеке за одно поколение противоречило базовым вероятностным моделям популяционной генетики. Снайдер поставил вопрос напрямую в тексте публикации. Либо существующие модели частоты мутаций принципиально неверны, либо в геноме субъекта HV1 присутствует некий неидентифицированный механизм, который целенаправленно накапливал выгодные варианты. Второй вариант противоречит всему, что известно о случайной природе мутаций. Первый требует пересмотра фундаментальных положений генетики. Через 3 года после публикации независимая группа из Массачусетского технологического института провела повторный анализ образцов в субъектах HV1. Они подтвердили все 7 мутаций и добавили 8-ю в гене SERPINA1, который связан с замедлением процессов клеточного старения. Эта мутация ранее была описана только у одной семьи в Индиане, у которой члены старшего поколения демонстрировали исключительное физическое здоровье в возрасте за 90 лет. Субъект HV1 дал согласие на полное геномное секвенирование и долгосрочное наблюдение. По последним опубликованным данным, в 62 года он не имеет ни одного хронического заболевания, ни одного онкологического маркера, ни одного признака атеросклероза. Его теломеры — концевые участки хромосом, укорачивающиеся с каждым делением клетки и служащие биологическими часами старения, имеют длину, характерную для человека 40 лет. Вопрос, который не задан вслух ни в одной из публикаций, но который очевиден из совокупности данных.
Если все эти мутации существуют в человеческой популяции по отдельности, и если их сочетание дает организм, практически не подверженный основным причинам смерти, то почему эволюция не собрала их вместе давно? Почему этот геном существует в единственном экземпляре? Либо мы чего-то не понимаем в механизмах естественного отбора, либо что-то не позволяло этой комбинации возникнуть раньше, либо она возникала, и мы просто не смотрели достаточно внимательно. Все случаи, описанные в этом ролике, объединяет одно: ни один из них не был предсказан до того, как был обнаружен. Шестипалые жители Салвадора, носители золотой крови, тибетцы с геномом денисовцев, женщина из Медельина, которую не смог сломить Альцгеймер, т.д. Все они существовали задолго до того, как наука получила инструменты их описать. Вопрос, с которого начался этот разговор, звучал так: существуют ли люди, чья генетика настолько отличается от нормы, что ставит под сомнение само понятие нормы? Ответ, который дает совокупность задокументированных случаев: да. И таких людей значительно больше, чем известно науке сегодня. В 2022 консорциум геномных исследований, объединяющий лаборатории 21 страны, завершил анализ полных геномов 500 тысяч человек в рамках проекта расширенного биобанка Великобритании. Результаты показали: у каждого 14-го участника присутствовала как минимум одна генетическая мутация, функциональный эффект которой науке неизвестен. Не патологический, не нейтральный, а именно неизвестен. Что эти мутации делают с организмом, не было установлено. 500 тысяч человек — это менее 0,01% населения Земли. Если экстраполировать эту частоту на все человечество, получается более 500 миллионов людей с генетическими особенностями, которые наука еще не описала. В том же году генетик Джошуа Акей из Принстонского университета опубликовал анализ, который перевернул представление о том, насколько хорошо мы знаем собственный геном. Акей установил, что около 8% человеческой ДНК имеет вирусное происхождение. Это фрагменты древних вирусов, встроившихся в геном предков человека миллионы лет назад и передающихся с тех пор как часть нашей собственной наследственности. Часть этих фрагментов активна. Что именно они кодируют и какую роль играют в физиологии современного человека, в большинстве случаев неизвестно. Денисовский фрагмент в геноме тибетцев, о котором шла речь ранее, принадлежит к той же категории унаследованного чужого материала. Разница в том, что его функция была установлена. Он позволяет выживать на высоте. Остальные 8% вирусной ДНК и неидентифицированные фрагменты архаичных видов в геномах разных популяций своей функции еще не раскрыли. Именно здесь находится ответ на вопрос о том, являются ли описанные случаи аномалиями или чем-то большим. Геном человека не является закрытой системой с фиксированным набором возможностей. Он содержит слои, унаследованные от вымерших видов, от древних вирусов, от предков, жившихся в условиях, которых больше не существует. Некоторые из этих слоев активируются в определенных популяциях, в определенных условиях, по причинам, которые мы только начинаем понимать. Женщина с четырехцветным зрением в британском Дареме не является исключением из правил. Она является примером правила, которое мы еще не сформулировали. Мальчик из Берлина без миостатина, семья из Юты с костями плотностью металла, 43 человека с золотой кровью, рассеянные по всей планете. Все они указывают в одном направлении. Диапазон возможностей человеческого тела значительно шире того, что считается нормой. Последний задокументированный факт, который стоит запомнить. В 2023-м группа генетиков из Калифорнийского университета в Беркли завершила анализ ДНК, извлеченный из останков людей, живших 10 тысяч лет назад на территории современной Турции. Среди образцов был обнаружен вариант гена, который сегодня встречается у живых людей, конкретно у нескольких изолированных общин в Центральной Азии. Этот вариант гена не встречается ни у кого больше на планете. Он существовал 10 тысяч лет назад. Он существует сегодня. Что происходило с ним в промежутке, неизвестно. Кто эти люди и почему именно их линия сохранила этот фрагмент, неизвестно. Геном хранит информацию, которую мы еще не научились читать. И люди, которых мы называем генетическими аномалиями, возможно, просто читают ее быстрее нас.